Хочешь знать тайны? Оставайся с нами. Это канал Тайны Счастья. Это я, мастер Ольга. Добрый день, дорогие друзья. С вами я, мастер Ольга. И сегодня сделаем такое гадание, что меня ждет с этим человеком. Но делать мы это будем не просто так вот с картами Таро. Привнесем сюда элемент судьбы. Элемент судьбы будет выглядеть вот в таких вот дайсах. Будем выбрасывать карты. Вернее, не карты. Будем выбрасывать кубики. И по кубикам выбирать карту. Я думаю, что я сделаю несколько вариантов. Сколько же вариантов нам сделать? Сколько вариантов нам сделать? Давайте сделаем 3. 3 варианта. Посмотрим повнимательнее на всю эту ситуацию. Вынимать будем карты из 3 колод. Соответственно, буду бросать вот эти вот все шарики, наши кубики, а не шарики. Вот. И посмотрим, что нам карты выдадут таким образом. Будем тогда считать. Давайте, значит, будем смотреть сейчас первый вариант. Что меня ждет с этим человеком? Так. Сейчас я их сюда подвину, чтобы было видно. 8, 10, 12. 12-я карта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, вы в отношениях на расстоянии. С очевидностью. Эта карта всегда про отношения на расстоянии. Давайте смотрим из второй колоды, что нам эта колода и кубики вместе скажут. 6, 9, 11, 14. Вот, 14. Так, не делаем. Привычные движения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ух ты! Но все равно 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. При работе иногда смешиваются у меня колоды. Вы в отношениях на расстоянии и, в общем, довольно сильно устали от них, от этих отношений. То есть, по сути, нам карты, не карты, а кубики выкидывают и расклад по вашей ситуации. А что ждет, мы сейчас тогда, видимо, уже Таро отдельно посмотрим. И давайте посмотрим, что же нам скажет Таро Монары. Так. 5, 5, 10, 12. Ой, опять же. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, вы устали от текущей ситуации и часто, возможно, предпринимаете какие-то такие резкие движения. Предпринимаете резкие движения, устраиваете... Но эта карта, она, знаете, не столько про скандал, сколько про... Ну, какие-то такие вот, знаете, ситуации, в которых, ну, стыдно всем. И тому, кто затеял, и тому, кто оказался участником этих событий. Вот такая вот ваша ситуация. Давайте сейчас кубики ненадолго отодвинем. Давайте посмотрим, что же вас ждет с этим человеком. Что вас будет ждать? Ну, дорога трудная. Дорога трудная, отношения у вас с ним трудные. Но при этом, смотрите, у вас есть кусок собственной жизни. Кусок собственной жизни. И по большому счету я бы заметила, что человек, с которым вы в отношениях, он вносит, вообще-то говоря, ну, такой некий дисбаланс определенный в вашу жизнь. При этом ваша жизнь сама по себе, ну, вполне существует нормальная. Так. Что же вас ждет с этим человеком?
Видите, это я вчера ходила на концерт, вернулась поздно. Ручки карты не держат. Так, что же вас ждет с этим человеком? Ну, возможно, будет какой-то подарок. Обычно этот человек скуп. Обычно этот человек скуп, и вы находитесь в таком каком-то, ну, знаете, в такой взаимосвязи. Он в плену у вас, вы в плену у него. И, в общем, как-то этот плен такой достаточно, ну, глухой. Это все про описание вашей ситуации. Но все же, давайте выясним, что же ждет вас в будущем. Дайте на Монаре смотреть. Это всегда как-то более так продуктивно. Что же вас ждет с ним в ближайшее время, в ближайшее будущее? Вот это хорошая карта, хотя и немножко страшная. Это про какие-то прям невероятные изменения. Это про то, как, ну, смерть, вы же знаете, да, смерть – это одновременно и конец, и начало, и смерть, и рождение, ну и вообще связь Эроса и Танатоса, она абсолютно. То есть это всегда, ну там, самая глубокая любовь, самый такой невероятный секс – это всегда на грани смерти. Вот. И что-то должно произойти такое, что-то должно такое произойти, и таким образом у вас произойдет смена какая-то в жизни. Он начнет вас больше уважать, он начнет... Может быть, что-то из ритуалов на самом деле сработает, таких, знаете, из тех, что пожестче. Вот. И вы почувствуете, наконец, себя такой прям вот женщиной-женщиной. Вот такой вот момент. Но, смотрите, надо понимать, что здесь следует ждать в первую очередь не сначала какого-то вот замечательного исхода. В первую очередь надо ждать, что наступит кризис. И он будет уже приводить к чему-то лучшему, этот кризис. Вот такой вот первый вариант. Пока собираю карты, хочу сказать, что я открыла свой отдельный канальчик раскладов. Там вы можете увидеть расклады практически каждый день. Дорогие мои, переходите, подписывайтесь. Будет интересно, а мне будет приятно ваше внимание. Итак, у нас с вами второй вариант. Возвращаем сюда наши колоды, чтобы вы их видели. Выбрасываем кубики. Так, 2, 6 и 5, 11. 11. Выбираем 11-ю карту. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Это очень классная карта, я ее очень люблю. Она где-то во многом мне так, в общем, соответствует. Это отшельник. Но это про какую-то, знаете, невероятную самодостаточность. Такую классную самодостаточность, в которой замечательно живется. Это не про одиночество, даже если человек один. Давайте посмотрим, что нам предложит выбрать из второй колоды. 8, 11, 17. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вот она, 17-я карта. Это про какую-то большую разницу в отношениях. Может быть, в возрасте, может быть, в финансовом положении. Может быть, в каких-то моральных вещах, когда человек вас, знаете, подталкивает к чему-то, ну, что для вас, быть может, нетипично. Ну, особенно если вы, ну, отшельник, и по своему характеру вы больше склонны быть, ну, как-то погружены в себя. Давайте посмотрим, что у нас по 3-й колоде. Так, 4, 7. 7 плюс 6, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13. Да, ну и это про отношения, вот в этой колоде, это про отношения такой музы и художника. При этом, видите, у девушки, ну, спина такая непонятно, то ли в краске, то ли в крови, в таких следах. Это непростые, опять же, отношения музы и художника. Очень интересная здесь какая-то такая прямо драматическая история. Ну, давайте посмотрим, что же вас ждет в ближайшем будущем с этим человеком. Ну, ближайшее будущее, видимо, будет в сентябре, как ни странно. Это карта колеса года. Вот. Возможно, этот человек отвлечется, наконец, от работы. Похоже, он сильно работает. Может быть, это как раз с творчеством связано. Отвлечется от работы и ну, как-то обратит внимание на вас. Ну, вы, возможно, семья, возможно, вы женаты, может быть, у вас есть дети. Но, во всяком случае, это про какие-то такие уже семейные отношения. Не про то, когда люди встречаются, а когда люди находятся уже в отношениях. Так. Что же вас ждет с этим человеком в ближайшем будущем? Ну да, человек к вам относится довольно-таки потребительски. Это карта в этой колоде про то, как человек, ну как бы один человек сильно решает какие-то внутренние задачи другого человека. Возможно, человек наконец выйдет из вот этой замкнутости и выйдет на контакт, и мы видим здесь прогноз. Есть в прогнозе даже карта любовь. Это очень хорошо. Ну и давайте посмотрим по Монаре. Что же вас ждет с этим человеком в ближайшем будущем? Огонь. Огонь. Но это вот тоже интересно, да, история про то, как, знаете, бойтесь своих желаний. Ну, человек, похоже, очень замкнутый, очень, может быть, не выходящий, то есть, может, это не про вас вообще, про отшельника, может быть, это про еще и про замкнутость самого человека. Что ждет? Ну, да, велика вероятность, что огонь воспылает, и он прям развернется в вашу сторону, в своей манере, ну, то есть, схватит и потащит. И вопрос, ну, что вас это может сильно напугать. Это может сильно напугать, потому что многие девушки, барышни, женщины говорят: ой, я так хочу его активных действий. Хоть бы он что-нибудь так взял и сделал. Но часто эти фантазии не совпадают с реальностью. Они что-то такое берут и делают, и все, в общем, в шоке. Подумайте хорошенько, что же вы на самом деле хотите, и что из этого может выйти. Насколько вот по этой карте видно, что вы очень сильно отличаетесь друг от друга. Тут эта карта так и называется разница. Здесь она про возраст, да, и про какой-то опыт. Но это может быть про эмоциональное строение тоже. Человек может быть совершенно не такой, как вы. И, соответственно, его активные действия вас могут ошарашить. Так, сейчас смотрим третий вариант. Возвращаю сюда колоды. И смотрим на кубики. Итак, что же вас ждет в ближайшем будущем с этим человеком? 7, 8, 9, 10, 11 карта. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так. Ну, это про какую-то прям грусть и неутешительность. Но я так вижу, что первые три карты он показывает не прогноз, а текущую ситуацию. Ну, как бы у вас все сложно. Давайте посмотрим, что следующая колода нам скажет. Так, 6, 10, 14. Раз, два, три, 4, 5. Вот она. Спойлер: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Материальный мир. Ваше, видимо, беспокойство связано с деньгами.
Так, и смотрим третью колоду. 6, 7, 8, 15. 15 карта. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вау. Это интересная ситуация. То есть вполне возможно, что ваши отношения очень чувственные, но при этом либо человек вас не пускает совершенно в свои дела вообще, ну там в какую-то, в работу. То есть он не пускает вас в близость к своим каким-то процессам. Это вас сильно огорчает. При этом у вас, ну как бы, сильно чувственные отношения. Так бывает. И, кстати, я не уверена, что это всегда уж так-то плохо, не участвовать в чьих-нибудь внутренних делах. Давайте посмотрим, что же вас ждет в ближайшее время с этим человеком. Так. Так. А карта-то классная. Ну, вот так. То есть вы снова будете встречаться, так, как мужчина с женщиной, такие прямо страстные встречи. Это про большое возбуждение, и вы будете чувствовать себя, ну, победившей, потому что, видимо, внимание, наконец, перенесется в вашу сторону. Так, что же вас ждет в ближайшее время с этим человеком? Страсть. Да, но вот в большой страстности и отсутствии каких-то душевных связей, знаете, когда нет простого обычного быта, вот не бешеная страсть, а просто вот какая-то обычная жизнь, сходить погулять вместе, сходить в кино, не знаю, в магазин банально. Это приводит, такая вот невероятная страсть постоянно приводит к пересыщению, и люди уходят в себя. Люди уходят в себя. Это может касаться вас, может касаться вашего партнера. Ну, скорее всего, вас, поскольку спрашивается, что ждет. Поэтому с этим связано ваше огорчение как раз, что нет как будто вот простых каких-то вещей. Давайте посмотрим по этой колоде, что же вас ждет с этим человеком. Вы знаете, вы, похоже, в каком-то смысле сами что-то создаете подобное, потому что вам нравится ощущать такую яростность и мужественность своего партнера, что-то такое невероятное, но в то же время это создает определенный флер вашим отношениям. То есть вы такая соблазняющая, сильно похоже, соблазняющая вот на какую-то такую страсть. Но таким образом вы сами себя лишаете какой-то человеческой теплоты. То есть вы так сильно в нем нуждаетесь, что пытаетесь таким образом обойтись. Такое бывает. Психологически это очень известный достаточно эффект. Вот, когда люди хотят получить любовь и пытаются ее, завоевать такой чувственностью. Может быть, имеет смысл двигаться во что-то более простое. Мужчинам нужен не только секс, как вот многим кажется, такое расхожее мнение. Нет. В какой-то душевности и обычной теплоте они нуждаются не меньше. Вот такой расклад у нас на сегодня, друзья мои. Всем удачного дня. Мне кажется, это были полезные мысли. Подумайте, поразмыслите просто над вашей жизнью. Не нужно ждать какого-нибудь супер, ответа «да» или ответа «нет». На самом деле жизнь так многообразна. Вот. В общем, желаю вам удачи, и пусть у всех в отношениях все будет хорошо.